Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео я вам покажу лучшие настройки графики в Delta Force для максимального FPS и лучшей видимости. Детально рассмотрим каждый параметр, что за что отвечает и насколько сильно влияет на производительность. Благодаря тестам вы сможете настроить игру конкретно под свои цели или мощность вашей системы. И наконец, не забывайте про тайм-коды. Я все поделил по главам для вашего удобства. Хорошо. Первое, с чего мы начнем, это вкладка графика, конкретно то, что отвечает за экран. Нам нужно убедиться, что в видеоадаптере указана наша видеокарта. Возможно, игра по ошибке выбрала вашу встройку или ту видеокарту, которая служит больше как затычкой. В режиме отображения можете выбрать, что вам больше нравится, тут нет каких-то ограничений. Полный экран потенциально может слегка понизить задержку, а в окне без рамок даст возможность быстро свернуть игру. Разрешение, частота обновления и соотношение сторон дисплея выставляйте максимальное значение касаемо вашего монитора. В моем случае это 2К, а если быть душным, 2,5К, 165 Гц и 16:9. При желании можете создать кастомное разрешение в настройках вашей видеокарты. Как пример, вот для Full HD мониторов, а вот для 2К. Слегка завышаем яркость, чтобы в темных участках карты было чуточку лучше видно врагов. Ограничение FPS во время матча убираем, а вне матча можно было бы поставить на 60. Но если мы перейдем в операцию, обнаружим, что в лобби у нас также 60 FPS. Мелочь, но ее нужно знать. А уже более серьезное, это касается стрельбища. Вы сами понимаете, что если тренироваться стрелять при 60 FPS, а потом перейти на 165, будет конкретный такой дискомфорт. Резкость выставляем по личным предпочтениям, как оно все выглядит у вас на экране. Вертикальную синхронизацию обязательно выключаем. Она дает дополнительную задержку, которая нам не нужна. Также есть еще и быстрая синхронизация NVIDIA. Возможно, дает не такую сильную задержку, как вертикалка, но я лично с проблемами разрыва картинки не сталкивался, поэтому подсказать не смогу. Угол обзора в Delta Force работает чутка по-другому. Не как мы привыкли, что чем выше FOV, тем больше производительности кушает. Что чаще всего логично, ведь угол обзора больше. Но Delta Force решил поступить ровно счетом наоборот. Разница, конечно, совсем несущественная, тем не менее имейте в виду. Это же касается и угла обзора для транспорта. Ставьте в первую очередь тот FOV, с которым вам удобно. Увеличение прицела достаточно интересный эффект, как пишет описание, более реалистичный. То есть, смотря в прицел, окружение по сторонам не будет приближаться, а только сам прицел. Это добро кушает более 5% производительности. А если включать, то только тем, кому хватает FPS-ов. А перед тем, как мы перейдем к основным настройкам графики, попрошу вас оценить ролик большим пальцем вверх, подписаться на канал и написать в комментариях, в какую следующую игру залететь для таких вот подробных тестов. Ребятки, как вы знаете, в Delta Force вышел новый сезон, а вместе с ним завезли новые карты, оператора, скинчики и даже режимы. Для тех, кто ушел, есть смысл вернуться, так как вас ждет куча всего интересного. Для новичков поясню, на данный момент доступно два основных режима. Сражения, масштабные битвы 32 на 32, много техники на любой вкус. 7 карт, 5 из которых будут регулярно обновляться каждый сезон. Операция — это PvP-PvE режим, ориентирован на экстракшн, то есть добычу ресурсов. И наконец, долгожданная операция Черный Ястреб. Кооперативный режим, воссоздающий культовые сцены из фильма Черный Ястреб. Уверен, что будет интересно, как обещают разработчики, выход в 2025 году. А для любителей пикселей и всего красивого, чтобы можно было максимально выделиться среди прочих игроков, вас ожидает много интересных скинчиков. И тут к нам на помощь приходит официальный партнер Delta Force, интернет-магазин Jolly Max, в котором можно пополнить максимально эффективно Delta Coins для покупки того же боевого пропуска. Процесс пополнения очень простой. Выбираем, какое количество монет нас интересует, если промо, еще и получаем скидочку. Далее способ оплаты, в котором также можем получить небольшую скидку, что снова же приятно. Особенно сравнивая с другими платформами, где на Jolly Max получаем хорошую такую скидочную акцию. Производим оплату и получаем заветные Delta Coins к нам на аккаунт. На Jolly Max вы можете пополнить не только Delta Force, но и другие различные игры и платформы, в том числе Steam. Если возникли трудности, на сайте присутствует онлайн-поддержка, плюс сообщество ВК, в котором происходят различные акции, раздачи скинов и приятные бонусы. Ссылочку на Jolly Max и их сообщество ВК я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Базовая графика, и начнем по порядку. Сглаживание.
Несмотря на то, что на релизной версии разработчики добавили отдельным параметром TAA сглаживания, уже якобы не нужно с помощью конфига отдельно его включать. По умолчанию все равно оно будет включено. Для того, чтобы выключить, нужно перейти вот по этому пути. Открыть engine.ini и в самом низу вставить вот эту команду. На своей системе разницы по производительности никакой не обнаружил, разве что мыльца слегка прибавилась. На Full HD, думаю, будет заметней. Как бы там ни было, при использовании масштабирования изображения время на TAA сглаживания станет недоступно. Размытие движения оружия по названию все ясно. Размывает изображение во время движения оружия. Мне это не по душе, тем более в шутерах я выключаю. Отражения должны отвечать за качество отражений на глянцевых поверхностях. Данный параметр графики ни на что не влияет. Ни на FPS, ни на визуал. Думал, это связано конкретно с моей системой, но нет. Загуглив, удалось выяснить от других игроков, что отражения, как и некоторые другие параметры, на данный момент просто поломаны. Фильтрация текстур сглаживает стыки объектов под углом и на расстоянии. При этом только 3 пресета влияют на производительность и визуал. Это низкое качество, ультра и максимальное. Для того, чтобы заметить более-менее существенную разницу, пришлось долго побегать по разным локациям. Зато FPS моментами может скушать более 3%. Рекомендую низкое качество. Затенение вносит дополнительные тени под объектами, вокруг них, делая картинку более атмосферной. Как и в прошлый раз, всего лишь 3 пресета влияют на визуал и производительность. Переход с выкл на среднее качество скушает около 3% FPS, а на ультра еще плюс 4%. Для лучшей видимости я рекомендую выключить затенение. Но мне лично нравится, как оно делает картинку более глубокой, поэтому поставлю на среднее качество. Частицы отвечают за качество взрывов, дымов и все, что с этим связано. У вас на экране наглядный пример, как это выглядит на разных настройках графики. Была сложность в тестах, так как после каждого изменения качества частиц нужно перезайти в игру, что собственно затягивает весь процесс тестов. Для 90% игроков, кому важен каждый кадр и, что немаловажно, лучшая видимость, ведь частицы иногда могут мешать в обнаружении врагов. И плюс на других пресетах было замечено, что они включают эффект бликов, что снова же мешает для хорошей видимости. В таком случае я рекомендую низкое качество частиц. Я же отношусь к остальным 10% игроков, кому важен еще и вид всего происходящего. А в Delta Force огромное количество различных частиц. Да и кушают они по факту не более 2% производительности. Выбор за вами. Искажение. Облазал кучу форумов, просмотрел кучу видео. Если что-то и советую, то только выставить на низкое значение. По всей видимости, параметр поломанный. Детализация окружающей среды добавляет новый визуал в основном на ландшафт. Скушают эти эффекты около 1% производительности. Вроде как немного, но из-за массивных локаций лучше ограничиться низким качеством. Дальность прорисовки сцены отвечает за дальность детализации. Может скушать вплоть до 3% производительности. На мой взгляд, визуальные различия незначительные. Рекомендую низкое качество. Следующее у нас на очереди — это продвинутая графика. Если по какой-то причине вы негативно относитесь к масштабированию изображения, тогда можем подергать масштаб рендеринга. В некоторых сценариях можно добиться даже чуточку лучшего результата. Но я лично использую масштабирование изображения. Какое именно, чуть позже расскажу. Поэтому скипаю данный параметр. Глубина резкости отвечает за размытие во время прицеливания. Скушает 2% производительности. Рекомендую выключить. Качество глобального освещения — очередной до сих пор поломанный параметр, который на данный момент ни за что не отвечает и никак не влияет на FPS. Шейдеры, на удивление, отвечают за визуальный вид деревьев, их колыхание. И даже делают воду не такой плоской. Скушает примерно 1, может быть 2% производительности. Тем не менее, я считаю, не стоит тратить ресурсы вашей системы на такую мелочуху. Но смотрите сами. Если играете в кайф, а не на счет, можете подрубить. Текстуры — еще один поломанный параметр графики, который ни за что не отвечает и не влияет на FPS. Пиксель в пиксель все четко одинаково. Трансляция. Не знаю, почему дали именно такое название, но оно отвечает за множество различных деталей, разбросанных по миру. Кушает в районе погрешности, буквально пару кадров. Если играете для кайфа, ставьте максимальное качество. Терять такое огромное количество деталей не хотелось бы. С другой стороны, если играете на счет и вам нужна лучшая видимость, конечно же понижайте данный параметр. В теории вот в этой области может притаиться враг, которого будет лучше видно при низком качестве трансляции.
Тени отвечают за качество теней конкретно вашего персонажа. Тут смотрите по желанию, что вам больше нравится. А вот карта теней уже отвечает за общее качество теней. Кушает не так много производительности, но многое зависит от локации. Во избежание резких дропов я рекомендую низкое качество. Постобработка включает хроматическую аберрацию на краях экрана и желтую окантовку на объектах. Не знаю, кому это может понадобиться, к тому же еще и скушает 3% производительности. Объемный туман, начиная со среднего пресета, включает туман на различных локациях. Скушает 1, иногда 2% производительности и плюс ухудшает видимость. Зачем вставлять саму себе палки в колеса, я не знаю. Вот поэтому и рекомендую выключить, а точнее поставить на низкое качество. За что отвечает анимация, и найти какую-то здоровую информацию мне не удалось. Ведь это может быть и вовсе не анимация, судя по предыдущим названиям некоторых параметров графики. Разработчикам стоило хотя бы дать описание каждому параметру. Место под это выделили, но указать забыли. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Наконец, то, что действительно важно и стоит подобрать под свою систему. Супер разрешение. Если у вас видеокарта RTX серии, я рекомендую для начала обратить внимание на DLSS. Каждый пресет дает чуть больше FPS, чем FSR 2.0. Но у FSR есть еще один пресет, который называется ультропроизводительность. Супер много кадров. Да и на 2К разрешении выглядит вполне играбельно. Если мы начнем всматриваться, то можем также обнаружить, что DLSS на пресете качества дает чуть больше мыльца, чем тот же FSR. Ну и наконец DLSS размазывает прицел при резком сдвиге в любую из сторон. Самое удивительное, что только DLSS обладает таким странным эффектом. NVIDIA Reflex я рекомендую выбрать просто в kill, или как тут указано, низкая задержка. Давайте покажу вам, как запустить игру на DirectX 11. Возможно, у кого-то будет меньше фризов, больше FPS. В моем случае вроде как никакой разницы нет. Тем не менее, если у вас игра запускается с лаунчера, нажимаем на настройки, команда запуска и в строке пишем -DX11. Для Steam версии нажимаем PKM на Delta Force, свойства и в параметры запуска пишем также -DX11. Чтобы вернуть все взад, просто удаляем выделенную команду. Будьте внимательны, при переключении DirectX первые пару минут игры могут быть фризы, потом все должно быть нормально. Оптимизированные настройки графики у вас на экране. Подытожив, я могу сказать следующее. 90% параметров графики абсолютно ненужные ползунки, которые лишний раз попросту мешают вашей видимости. А то, что действительно важно, его до сих пор не исправили. Тем не менее, имеем, что имеем. Игра от этого хуже не становится. Я лично играю в кайф. Не забывайте про Boosty и телегу в описании. С вами был Каска, желаю высокого FPS.